Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященную обзорам масштабных моделей грузовых автомобилей Национальной народной армии ГДР, сокращенно НВА. И это официально второй по счету грузовик, самосвал КРАС-256Б1 в коробке Premium Classics. Первая модель, которую я вам показывал, был ЗИЛ-130. Но неофициально это третья масштабная копия, потому что первая модель, которая открыла эту рубрику, была Tatra от EXO Models. Правда, у того грузовика не было логотипа на дверках, но впоследствии я сделаю небольшую доработку, и та модель уже официально дополнит эту рубрику. Эти модели появились в продаже в 2018 году, и рекомендованная розничная цена на это изделие в Европе составляла порядка 65 евро. И по большому счету это просто перепаковка и перекрас продукции Start Scale Models, и у ССМ модели были показаны еще в феврале 2014 года, и тогда представили три варианта окраски советских самосвалов. Первый грузовик был тоже темно-зеленого защитного цвета, затем шла модель в оранжевом варианте окраски, напоминающая киногерой, и третий грузовик был в двухцветном варианте исполнения: желтая кабина, оранжевый кузов. Но последний вариант вызывал ряд вопросов, потому что ярко-лимонная кабина отдаленно напоминала настоящий прототип. И в то время эти модели продавали за 2650 рублей, и под конец 2014 года было представлено еще два варианта окраски в коробочках Start Scale Models, оба двухцветные. Первый грузовик с бежевой кабиной с серым кузовом, второй грузовик с оранжевой кабиной и зеленым кузовом. И также чуть позже появились модели в чуть упрощенном варианте исполнения в коробках Автоистории. Тоже три варианта окраски: песочный грузовик, автомобиль с желтой кабиной, зеленым кузовом и автомобиль с синей кабиной, серым кузовом. И эти модели в то время продавали за 1490 рублей. И в 2015 году был еще один вариант окраски: оранжевая кабина, серый кузов. И также подобные самосвалы вы могли самостоятельно собрать из набора «Автомобиль в деталях». В то время они так назывались, и потом их переименовали в АВД Models. И если говорить об упаковке, то она стандартного размера. Точно такие же коробочки используются и у Start Scale Models. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается производителя. Эти модели разработал Modimio Engineering. Есть наклейка с указанием прототипа КРАС-256Б1 и артикул, по которому можно найти эту модель в интернете. И у этой модели есть ряд недоработок, хотя она вполне хорошо передает образ настоящего прототипа. И как у многих ранних грузовиков от этого бренда, у этого самосвала пластиковая рама. И плохо не то, что она сделана из пластика, а то, что в большинстве случаев она идет винтом. И у многих людей, которые изначально приобретали этот КРАС, когда он был еще новинкой, был криво установлен кузов, также не очень аккуратно были установлены подножки, и мой грузовик не является исключением. Если вы посмотрите на правую подножку, она тоже расположена немножко низко, и водительская подножка здесь тоже имеет небольшие искривления, и пластик здесь абсолютно не держит свою форму. И также, если посмотреть на козырек самосвального кузова, то получается, кузов тоже перекошен на правую сторону. Хотя места крепления здесь вроде бы расположены на одном уровне. И, возможно, можно решить эту проблему, немножко нагрев кузов и немного вернув ему первоначальную форму. Но посмотрю, возможно, я впоследствии попробую как-то этот момент подкорректировать. И здесь довольно интересный цвет. Он не похож на другие схемы окраски советской техники, но если мы говорим о тех машинах, которые работали за рубежом, то вполне реалистичный цвет для немецкой техники. И у этого грузовика довольно хорошо проработан интерьер кабины, хотя сложно рассмотреть органы управления сквозь маленькие окошки. Здесь окрашены сиденья в черный цвет, присутствуют небольшие дворники из водотравления, отлично смотрятся зеркала заднего вида, хотя установлены они не всегда аккуратно. И с этими зеркалами бывают проблемы, особенно если мы говорим о продукции
продукции «Автоистория», потому что пластик очень тонкий и хрупкий, и когда вы вынимаете модель из пластиковой коробки, вы можете их случайно повредить, тоже будьте внимательны. И у этого грузовика мне не очень понравилось, как сделано оформление передней части, и решетка радиатора здесь больше квадратной формы, хотя у настоящего грузовика она должна быть чуть уже и чуть выше. И получается здесь немножко искажен образ настоящего прототипа и немножко задран передний бампер. Но в целом это не столь бросается в глаза. Более-менее хорошо сделана осветительная техника, присутствует радиатор охлаждения, который проглядывается сквозь прорези в решетке. Также установлены габаритные усы, правда ножки у них, на мой взгляд, немного толстоваты. Есть надпись «КРАС» и также маскот на капоте, который обозначили просто серебристой краской. Довольно хорошие колесные диски, но вот покрышки вызывают ряд вопросов. И здесь установлена шоссейная резина ID304, и, на мой взгляд, она немножко переразмерена как по внешнему диаметру, так и по ширине. И эти покрышки должны быть где-то в 1,5 раза уже. И эта проблема будет решена. Я впоследствии сюда поставлю другие покрышки, и у меня на выбор есть 3 варианта, которые можно установить. И первые покрышки это тоже резина ID304, только от Maestro Models. Я ее поставлю, чтобы вы могли прикинуть, как она будет смотреться. И, конечно, харьковская резина значительно улучшит вид этой масштабной копии. И второй вариант это резина IAV12B от Maestro Models, более зубастая шашка. И эти покрышки тоже будут смотреться более реалистично. Правда, с харьковской резиной есть одна проблема. Если ее поставить на задние колесные диски, то покрышки будут друг от друга на большом расстоянии. И третий вариант, который, на мой взгляд, наиболее подходит именно этому грузовику, это улучшенная резина из набора АВД дополнения, тоже покрышка IAV12B, только она как раз выполнена в стилистике грузовика, потому что харьковская резина слишком детализирована для этого уровня проработки масштабной модели. И как раз если примерить вот такие покрышки, они, на мой взгляд, будут смотреться очень хорошо. Я думаю, сделаю сравнительный видеообзор этого самосвала с моделью от нашего автопрома. И видеоролик я выложу на 2-м канале, и как раз к тому моменту на этом кразе я уже заменю резину, и вы можете наглядно посмотреть, улучшится ли вид модели. И у этого самосвала подъемный кузов, и кузов здесь сделан из пластика, отлично реализован механизм подъема, гидроцилиндры здесь пластиковые, но издалека смотрятся как будто изготовленные из металла. И из-за того, что здесь практически все сделано из пластика, он хрустит, когда вы поднимаете кузов, и, конечно, вся эта конструкция не очень надежна. И давайте открутим эту модель от подиума, посмотрим, как она сделана снизу. Тут, конечно, особо не на что смотреть, но, тем не менее, у грузовика окрашена выхлопная система, и объективно этот крас лучше, чем аналог от нашего автопрома, но у НАПа модель стоила дешевле, и с учетом того, что у ССМ тоже пластиковая рама и есть ряд недоработок, то я думаю, можно смело оставить крас от НАПа в коллекции. И моя первая модель современных кразов в 43-м масштабе была как раз от нашего автопрома. Тоже окрашена плашка двигателя, коробка передач. И тоже был ряд вопросов к балансирной тележке
Но в целом это вполне хорошая модель, особенно если вы возьмете ее в пределах 2000 рублей. И пишите ваши комментарии, понравился ли вам данный крас, что вы думаете о продукции Premium Classics. Если в вашей коллекции подобные советские самосвалы, от какого производителя, делали ли вы какие-то доработки, также не забывайте поддержать этот видеоролик лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на моем канале. И не забывайте заглядывать на второй канал, там тоже выкладываются интересные видеоролики. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.